Поворотный момент. Путин требует Одессу, Николаев, Харьков. 3 этапа по подчинению Украины. Детали. Срочная эвакуация населения. Отвод войск ВСУ на юге страны начался. Главком Сырский признал потери. Идут под суд. В Украине запустили процедуру отправки за решетку представителей власти. Новые детали коррупционного скандала. В документах фамилия министра обороны. Охота на Меркель и Шольца. Бывшие канцлеры Германии оказались в списке на устранение. Кто собирал средства на киллера? В стране раскрыт шокирующий заговор. Продажа российских боеприпасов Украине через Казахстан и новый виток в скандале между Лукашенко и Литвой. Обзор важных событий, а также популярные направления для отдыха пенсионеров и предложения из Греции. Страна готова платить зарплату тем, кто поселится на острове, где ждут новых жителей. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Представители ТЦК не выдерживают давления и уходят из жизни по собственной воле. О действиях, которые привели к смерти, заявила военный омбудсмен Украины. При этом граждан, которые за годы войны не явились в ТЦК и не обновили свои личные данные, Ольга Решетилова назвала безответственными правонарушителями. Омбудсмен также подчеркнула, что система учета нуждается в реформах, но сотрудники ТЦК, по ее словам, работают в тяжелых условиях, нередко без выходных, при укомплектованности менее 40%. При этом Решетилова добавила, что ежедневно получает обращения от украинцев, которые не могут выйти на связь с родственниками-мужчинами, которых мобилизовали на улицах, так как после попадания в военкоматы их полностью лишают связи с внешним миром. Военный омбудсмен назвала такую практику антигуманной и отметила, что отсутствие контакта демотивирует новобранцев. Кроме того, она задала ряд вопросов украинцам, которые жалуются на работу военкомов. Мол, знают ли они о непростых условиях труда в ТЦК, и предложила недовольным заняться вопросами мобилизации. О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно. Чудесно было бы, если недовольные работой территориальных центров комплектования мобилизовались и показали, как надо работать. Кстати, я предлагала представителям и представительницам общественных и правозащитных организаций привлекать своих юристов и психологов к работе в ТЦК. Прекрасный был бы проект, и доноры денег дали бы. Но очередь желающих работать системно, увы, не выстроилась. Масштабное расследование начато. Турция хочет ответов после того, как на границе Грузии и Азербайджана разбился военный самолет Анкары. Как сообщают в турецком Минобороны, на борту военно-транспортного С-130 было 20 военнослужащих, в том числе экипаж. Все погибли, пишут СМИ. Борт летел из Азербайджана в Турцию. На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. В заявлении Министерства внутренних дел Грузии отмечается, что самолет не подал никаких сигналов тревоги. Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что наш военный самолет Си-130, направлявшийся из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы. Работы по обнаружению обломков продолжаются в координации с соответствующими властями обеих стран. Мы надеемся выйти из этой трагедии с минимальными потерями. Чехия готова сбивать российские самолеты и дроны, если они окажутся в воздушном пространстве НАТО. Об этом заявил чешский президент Павел. Он считает, с Россией надо говорить с позиции силы, а сдержанность – это слабость. Павел уверен, если какое-то из государств НАТО нарушило бы воздушное пространство России, то Путин бы не моргнул и не колебался бы ни секунды, ответив ударом на поражение. И Россия в ту же секунду бы уничтожила самолет НАТО. При этом он вспомнил историю, как в свое время Турция решилась и сбила российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. И русские сегодня также проверяют нас. Проверяют, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как функционирует интегрированная система ПВО НАТО, насколько мы готовы встать на собственную защиту. А слабость с точки зрения россиян заслуживает лишь полного уничтожения. В Украине на атомы разбирают опубликованные антикоррупционным бюро записи о коррупционных схемах, к которым причастны министры и соратник Зеленского. Спецоперация «Мидас» – одна из главных тем в стране. После коррупционного скандала, связанного с откатами в госкомпании «Энергоатом» и публикации пленок Миндича, первым решил отстраниться и написал заявление об увольнении глава наблюдательного совета «Энергоатома» Милованов. На своей странице в Facebook он написал, что решил покинуть этот пост из-за, цитирую, «бездействия наблюдателя
наблюдательного совета в сложившейся ситуации. Чуть позже премьер-министр Украины Свириденко сообщила о досрочном прекращении полномочий всего наблюдательного совета Энергоатома. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета. Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции. В коррупционном скандале замешан бывший вице-премьер-министр Украины Чернышов. Ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении, заявляют в НАБУ. Правоохранители установили, что Чернышов посещал так называемую прачечную, место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Имя экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Умерова, также фигурирует в коррупционном скандале. Умеров, который сейчас находится в Турции и решает вопрос обмена пленными между Украиной и Россией, написал в своем телеграм, что он ни при чем. На посту министра, говорит Умеров, ему не раз приходилось встречаться с производителями и поставщиками вооружения, но он ни разу не злоупотреблял своим служебным положением. На должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и другими. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой поднимался вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакая продукция поставлена не была. Украину ждет одна из самых тяжелых зим, которая может стать поворотной. Россия находится на пороге закрепления контроля над Покровском, а дроны РФ отрезают украинских военных от снабжения. Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Авторы материала пишут, что если Донбасс падет, следующей точкой для России может стать Харьков. Аналитики также считают, что несмотря на усталость обеих сторон, ни Россия, ни Украина не готовы к миру. Стратегическая цель Путина – подчинение Украины, и этот процесс из 3 этапов. Foreign Affairs пишет, Путин требует Одессу, Николаев и Харьков. Сначала Москва стремится оккупировать или уничтожить достаточно украинской территории, чтобы оставшаяся часть была экономически жизнеспособна только согласие России. Российские планировщики считают, что это можно достичь, если Россия удержит 4 уже аннексированные области и добавит Харьков, Николаев и Одессу, что фактически отрежет Украину от Черного моря. Вторая фаза, по мнению авторов материала, это экономическое и политическое давление на Киев, а третья – полное поглощение страны. В то же время авторы материала считают, что на данный момент первая фаза является недостижимой. В то же время параллельно с выходом этой статьи Лавров сделал заявление. Он вспомнил Курта Уолкера, спецпредставителя Госдепа еще из команды Байдена, который говорил о том, что для Путина Украина должна стать частью России. Лавров заявил, что даже не хочет комментировать эти слова. При этом уточнил, главное условие Москвы для завершения войны – денацификация Украины. Кроме того, Москва обратилась к США. Кремль предлагает возобновить подготовку к встрече Трампа и Путина. Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы где-то скрытно там что-то окопались глубоко под землей и там что-то делаем, и готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов. Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом. В то же время Зеленский вновь заявил о дальнобойных ударах по РФ, которые будут наноситься ежесуточно в ответ на действия Москвы. При этом Зеленский признал, на фронте тяжелая ситуация, на Покровском и Запорожском направлениях. В Запорожской области объявлена срочная эвакуация населения. Целью мероприятий является сохранение жизни и здоровья граждан, проживающих в зоне потенциальной опасности. Просим жителей поселка с пониманием отнестись к принятому решению, не медлить и выполнять указания соответствующих служб. Ваша безопасность – высшая ценность. Россия заявляет о продвижении на юге Украины. Украина подтверждает, начался отвод войск ВСУ, вышли из нескольких населенных пунктов. Они теперь не подконтрольны Украине. Причина, как заявляется, штурмы РФ и беспрецедентное огневое воздействие до 600 обстрелов в день. Вследствие этого огневого воздействия были фактически уничтожены или разрушены в некоторых населенных пунктах все позиции, все укрытия и укрепления. Поэтому силам обороны пришлось отойти в некоторых населенных пунктах. В частности, поселок Успеновка, Новоуспеновская, Новониколаевка. Украина признала потерю. Главком Сырский уже поздно вечером подтвердил, 3 населенных пункта в Запорожской области перешли под контроль РФ.
Охота на Меркель и Шольца. Бывшие канцлеры Германии оказались в списке на устранение. В стране раскрыт шокирующий заговор. Федеральная прокуратура и спецназ арестовали в Дортмунде 49-летнего мужчину, гражданина Германии и Польши, связанного с радикальным движением. Следствие утверждает, он управлял платформой в интернете и собирал криптовалютные вознаграждения, чтобы после оплатить работу киллеров. Его целями в списке на ликвидацию были политики, судьи и общественные деятели. По данным немецких СМИ, всего более 20 человек, включая Меркель и Шольца. Именно они, по информации Бильд и Der Spiegel, могли стать главными целями предполагаемого террориста. Источники Шпигеля отмечают, радикальные взгляды подозреваемого сформировались еще в 2020 году во время ковида. Теперь же радикал задержан. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Казахстан подозревают в поставках российского оружия Украине. В деле предположительно замешана Румыния, которая была посредником в незаконной сделке. Как пишет Радио Свобода, бывший глава румынской нацгвардии по защите окружающей среды Октавиан Берчану заявил, что ему предложили 10 миллионов евро за поддержку этой сделки. Но он не согласился и сообщил о попытке подкупа в Румынское национальное управление по борьбе с коррупцией. Схема якобы была такая. Румыния покупает у Казахстана российские боеприпасы, перекрашивает их под румынские, а затем продает Европейскому оборонному фонду «Сейф», а тот, в свою очередь, передает снаряды Украине. В схеме якобы были замешаны и представители Казахстана. Кто именно из казахстанских госслужащих мог быть замешан в этой схеме по продаже боеприпасов, Берчану не сказал. Токаев в Москве. В первый день своего визита в РФ президент Казахстана встретился с Путиным. СМИ показали только фрагмент этой встречи. Как заявил Путин, он намерен пообщаться с Токаевым в неформальной обстановке, то есть без прессы, чтобы обсудить вопросы, которые представляют особый интерес. Как пишет ТАСС, также Путин пригласил Токаева к себе попить чайку, кофейку. Официальная программа начнется сегодня, 12 ноября. Москва и Астана планируют подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Напомню, Токаев прилетел к Путину после переговоров с Трампом, где мог подниматься вопрос завершения войны в Украине. Стоит отметить, что Москва устроила Токаеву королевский прием с ротой почетного караула и военным оркестром в аэропорту, а на московских LED-экранах вместо рекламы показывали слайды на казахском и русском языках с изображением Токаева. На слайдах был следующий текст, далее цитата: «Приветствуем в Российской Федерации его превосходительство президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева». В этот же день в российской газете вышла и авторская статья Токаева: «Урегулирование текущих международных противоречий невозможно без участия России», считает президент Казахстана. В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то, что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. Скандал между Литвой и Беларусью на новом уровне. Вильнюс заявляет о готовности обратиться к белорусским ведомствам с просьбой открыть 2 эвакуационных коридора на пунктах пропуска, чтобы застрявшие на границе грузовики могли вернуться в Литву. Об этом заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. У Лукашенко ответили так. С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление. В то же время министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что против переговоров с Минском о повторном открытии границы. Лукашенко не устанавливает правила. Мой настойчивый совет своему правительству будет заключаться в том, чтобы не следовать маршруту, которые они пытаются нам навязать. Литва, напомню, закрыла 2 погранперехода с Беларусью после серии инцидентов, когда в ее воздушное пространство залетали метеозонды с территории соседней страны. Вильнюс утверждает, что шары используют контрабандисты сигарет, а Минск не предпринимает действий, называя ситуацию гибридной атакой против Литвы. Лукашенко, напротив, обвиняет Запад в гибридной войне против Беларуси и России. После закрытия границы Лукашенко также закрыл границу и запретил передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией. Таким образом, в Беларуси застряли около 2000 литовских фур, которые возвращались из Центральной Азии, РФ и самой Беларуси. Почти 80% россиян мечтают о путешествиях после выхода на пенсию. Это данные недавнего соцопроса Российского пенсионного фонда «Будущее». На вопрос, а куда вы
поехали бы отдыхать, большинство респондентов выбрали Байкал, Алтай и Крым. За границу будущие пенсионеры тоже хотят. 19% опрошенных сказали, что мечтают побывать в Китае. Примерно столько же россиян выбрали бы Таиланд и Вьетнам. Каждый 11-й респондент мечтает съездить в Южную Корею, Индию, Италию и Францию. При этом половина участников соцопроса признают, для путешествий на пенсии нужны прежде всего здоровье и деньги. Россиян также спросили, во сколько они оценивают минимально необходимую сумму для поездки мечты на пенсии. 27% считают, что на такое путешествие им потребуется от 150 до 300 тысяч рублей, 14% от 300 до 500 тысяч рублей, а 13% более 2 миллионов рублей. Ежемесячная зарплата за проживание на почти необитаемом греческом острове. Удаленный остров в Эгейском море, Антикитера, предлагает серьезные денежные поощрения семьям, которые решат туда перебраться на ПМЖ. Таким образом, на острове пытаются увеличить стремительно сокращающееся население. Сейчас там проживает всего 24 человека. Новым жителям обещают платить по 500 евро в месяц на протяжении 3 лет после переезда. По словам мэра этого острова, главные кандидаты на проживание – это молодые семьи с детьми. Среди специалистов, в которых очень нуждается остров, рыбаки, пекари и строители. Финансирует проект Греческая православная церковь. На острове есть одно единственное кафе, работающее круглый год, которое также служит продуктовым магазином. А для туристов открыт также единственный в своем роде хостел. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.